Здравствуйте, уважаемые товарищи! Мы продолжаем цикл наших передач о полезных советах. В прошлый раз я вам рассказывал о том, как надо действовать, если автомашина упала в воду. Ну, теперь мы поведем свою речь о том, как надо вообще действовать при дорожно-транспортных происшествиях и как избежать их, чтобы не было таких экстраординарных случаев, что вы находитесь в опасности. Ну, все вы прекрасно понимаете, что главными причинами аварий являются это различные нарушения правил дорожного движения, превышение скорости, когда машина едет на огромной скорости, управление автомашиной в пьяном виде, выпив водки или накурившись опиума. Четвертая следующая причина – это плохие дороги, главным образом скользкие во время дождя или гололеда. И, наконец, неисправности машин. На первом месте находятся здесь неисправные тормоза, на втором – неисправность рулевого управления, и на третьем – колеса и шины. Вот эти списки, вот эти причины знают практически все водители. Но, к сожалению, они не применяют активно их, относятся пренебрежительно к ним. Если в обычной жизни беспечность, самонадеянность, наглость, хамство еще простительно, то эти качества во время езды на автомашине, особенно по городским дорогам, становятся смертельно опасными не только для водителя, но и для пассажиров, которые доверили ему свою жизнь. Но если бы они соблюдали вот эти общеизвестные правила, то можно было бы избежать многих несчастных случаев. Например, если взять те же ремни безопасности, исследования показали, что если пользоваться ими, то вероятность гибели при лобовом столкновении с другой автомашиной у человека такая вероятность смерти, неожиданной смерти, уменьшается 2-3 раза. А если машина опрокинулась, то в 5 раз. Представьте, 2 и 5 раз уменьшается опасность смерти. Ну, и если вы не пристегнуты без ремней безопасности, если ваша машина столкнулась с подвижным препятствием, скажем, врезалась в стену на скорости 20 км в час, водители и пассажиры уже могут получить травму. Ну а если при этом будет скорость 50 километров, то это равнозначно прыжку лицом вниз с 4-го этажа высотного дома. Представьте, с 4-го этажа вы прыгаете лицом вниз. Так что, я думаю, надо соблюдать вот эти элементарные правила безопасности и пользоваться ремнем безопасности, не считая это обузой, лишней тратой времени или каким-нибудь украшением, которые по какой-то непонятной прихоти конструкторов ввели в салоне машину. Теперь перейдем к тому, что делать, если, несмотря на все ваши усилия, авария неизбежна. Вот несколько советов опытных специалистов в этой области. Первое. Не покидайте машину до полной ее остановки. Исследования показывают, что если человек находится в машине, то шанс у него выжить повышается в 10 раз, нежели он будет вне ее. Например, если он испугался и выпрыгнул из автомашины. В этом случае у него, значит, шанс уменьшается ровно 10 раз. Второе. Управляйте автомашиной до последней возможности. Сохраняйте
хладнокровие, самообладание, не паникуйте, потому что когда вы паникуете, можете принять неверное решение. Ну и третье, сделайте все возможное, чтобы избежать встречного удара. Если вы сами вышли неосторожно на обгон, или на вас мчится другая машина навстречу по вашей полосе, постарайтесь, значит, перевести этот, значит, сделать все возможное, чтобы уйти от встречного удара. Постарайтесь уйти от этого удара. Лучше вывернуть руль вправо или влево и улететь в кювет, удариться в забор, кустарник, даже дерево. В этом случае ущерб будет все равно намного меньше, чем вы столкнетесь с несущей на вас автомашиной. Это еще ничего, если это будет легковушка. Но представьте, если это будет грузовой автомобиль. Поэтому попытайтесь сделать все возможное, чтобы не столкнуться с ним лоб в лоб. Ну и четвертое. Если у вас нет возможности избежать встречного удара, вот в лоб внезапно появилась машина, у вас нет возможности свернуть в сторону, то постарайтесь перевести встречный удар на скользящий, боковой удар. Вот выворачивая направо или налево, чтобы встретить автомашину боком. В этом случае вот эта поверхность машины, боковая поверхность, гораздо лучше смягчит удар, нежели произойдет столкновение лоб в лоб. Ну и затем имейте в виду, что при столкновении с неподвижным предметом, если вы едете и внезапно у вас на пути появилась какая-то стена, дом или, может, животное, или какое-то еще неподвижное препятствие, постарайтесь удариться об него всем бампером, а не так, как некоторые стараются левым или правым крылом ударить, потому что хуже, чем бампер. Когда бампером бьете, все-таки удар полностью распределяется по всей ширине бампера, и последствия для водителя, пассажиров будут гораздо меньше. И в этом случае не бойтесь, что после удара, если вы всем бампером ударите, мотор втянется, вдавится в салон. Конструкция машин так создана, что при таких лобовых ударах мотор, значит, идет не в салон, а уходит вниз. Это уже давно, значит, сконструировано в автомашинах, во всех автомашинах для безопасности, значит, водителей и пассажиров. Ну, это что касается автомашин. А самому водителю что нужно сделать, если он понял, что удар неизбежен? В этом случае вам нужно постараться сделать так, чтобы вы не переместились вперед, не вылетели через лобовое окно навстречу машине. И поэтому надо постараться защитить голову. Для этого водителю надо вжаться в сиденье спиной, полностью надо вжаться и, напрягая все мышцы, руками нужно опереться в рулевое колесо. Так вот делать, чтобы полностью опереться, и все ваши мышцы должны быть, буквально должны окаменеть и быть напряженными до полной остановки машины, чтобы смягчить удар в момент столкновения. Ну а как должен действовать в такое время пассажир? Пассажир тоже
значит, должны следовать определенным правилам. В первую очередь имейте в виду, что самое опасное место в автомашине – это переднее пассажирское сиденье. Потому что, когда возникает внезапно опасность, водитель инстинктивно старается отвести от тебя удар и выворачивает машину и направляет машину, значит, об это привяз той стороной, где находится пассажир, а не сам он. Вот, например, если находится с левой стороны, он в правую сторону, значит, направляет на препятствие. И наоборот, если он праворульный машина, то он направляет на препятствие левую сторону, то есть то место, где сидит пассажир. Поэтому не случайно в годы Советского Союза всем должностным лицам государственных органов власти при инструктаже давалась рекомендация садиться за водителем их служебной автомашины. Если что-то будет, значит, они, чтобы они смогли уцелеть, чтобы не пострадали. Это, повторяю, самое опасное место – это переднее пассажирское сиденье. Поэтому всегда старайтесь занять место за водительским сиденьем, за ним. Это будет гораздо надежнее. Не случайно по этим правилам дорожного движения детям до 12 лет категорически запрещено садиться в переднее правое, переднее или левое, переднее сиденье. Им категорически запрещено. Вот. Ну а как нужно действовать, если, несмотря ни на какие усилия, столкновение произошло, две машины столкнулись, и ваша машина, значит, попала в второе транспортное происшествие. Первое, надо определиться, где, в каком месте автомашины вы находитесь, в каком положении вы находитесь. Машина лежит на крыше, или на боку, или на колесах. Где вы находитесь? Справа, слева, снизу. Вот это определить. И, кстати, перед тем, как, значит, я забыл еще сказать, что пассажир, как должен действовать пассажир до столкновения. Он должен, значит, в это время закрыть голову руками и завалиться на бок, на сиденье или на пол. Если рядом с ним находится ребенок, то надо его крепко прижать к себе, накрыть собой и также упасть на бок. Потому что когда будет столкновение, если машина встречная сметет верхнюю часть, у вас есть какие-то хорошие шансы остаться живых, быть непокалеченным, если вы не будете, как говорится, сидеть в сиденье, а будете находиться на боку. Но если все-таки авария произошла и машины столкнулись, то надо, как я сказал, после столкновения определиться, где находится машина, в каком положении, где вы находитесь, вас не зажало ли там в машине, не ранены ли вы. И второе, надо попытаться определить, не горит ли бензин автомашины, не протекает ли он, особенно при опрокидывании автомашины. Ну, определив все это, вы должны стараться выбраться поскорее из автомашины. Если дверь автомашины при ударе открылись, то не пытайтесь их заново, потому что наверняка их заклинило. Поэтому надо в таких случаях, если дверь закрыта, надо входить через окно. Если окно закрыто,
не опускайся, надо найти что-нибудь тяжелое или ногами нужно разбить их и попытаться выскочить из машины. Ну а как быть, если в автомашине, кроме вас, были другие пассажиры, и они получили травмы или, значит, получил травму водитель? Но в этих случаях ни в коем случае не пытайтесь резко его вытаскивать, не пытайтесь делать резких движений, потому что если там у него что-то внутри оторвалось, там, или какие там органы повреждены, или вена, в этих случаях, если вы будете резко действовать, то можете причинить большой вред такому человеку, потому что при резких движениях у него наверняка вот этот еле-еле висящий орган может оторваться, или вена может разорваться, и человек попросту может остаться калекой или может вообще погибнуть. Поэтому при возможности все-таки старайтесь без надобности не дергать человека из автомашины. Ну, это пока все, что я хотел вам рассказать о дорожно-транспортных происшествиях. Ну, в следующих передачах я вам расскажу о том, как надо действовать, если вы стали свидетелем ДТП, и как нужно правильно в этих случаях оказывать помощь пострадавшим. На этом у меня все. Я прощаюсь с вами. До свидания. До новых встреч.